находимся в фонде отдела новейших течений Русского музея, где представлены искусства второй половины 20-го, начала 21 века, работы художников актуальных, представляющих новейшие тенденции российского мирового искусства. И вот здесь хранится работа Ильи Кабакова «Сад», часть огромной инсталляции, арголит, изображение, собственно, сада, о котором создается, так сказать, история в рамках работы, находится здесь. В других помещениях, другие части инсталляции, комментарии, объяснения и так далее. Инсталляция состоит из большого количества фрагментов, поэтому показать их целиком в рамках нашего фонда трудно. Посмотрим каталог. На этой странице мы видим, собственно, картину, доску объяснения и комментарии воображаемых зрителей. А здесь видно, как это выглядело на одной из выставок в Русском музее. В центре должна висеть картина «Сад», под ней вот такая советского типа доска объяснения, а вокруг множество комментариев посетителей выставки, придуманных самим художником. Мы находимся в фонде отдела новейших течений, первого отдела в музеях России, который непосредственно стал заниматься contemporary art в современном его понимании. Это уж лет 20 тому назад. Я помню период, когда никто не знал, что такое современное искусство. Приходили старички, которые писали еще там Ленина с Крупской, и говорили, мы тоже живые, мы тоже современные. Но тогда вот музей взял курс, говоря советским языком, на вот интернациональное, транснациональное понимание современного искусства с таким концептуальным бэкграундом. И, конечно, нам сразу же повезло с собранием Людвига, великого мега-коллекционера, который как-то нам удалось приручить, и который среди великолепных произведений, которые подарил он Русскому музею, была чудесная работа Ильи Кабакова «Сад». Это зрелый Кабаков, зрелый, но еще не канонический, еще живущий в Советском Союзе, 1978 год, еще работающий в детских издательствах, собравший вокруг себя группу художников, не единомышленников, но близких по горизонту мышления людей. В общем-то, такая абсолютно уникальная фигура, на мой взгляд, сохраняющая лидерство до сих пор, сквозь десятки и десятки лет. Это уникальная ситуация, но в какой-то степени она характеризует и современное русское искусство, если ветераны там продолжают оставаться форвардами. Так сложилась наша ситуация. Мы смотрим на эту картину «Сад» из-за угла. И вот это какое-то тоннельное видение, в данном случае, может быть, даже и забавно, и занятно, и содержательно, потому что Кабаков, помимо многих своих каких-то главных установок, всегда интересовался позиционированием. Где художник, откуда он смотрит, из какого угла, из какой подворотни, из-под какого плинтуса или шкафа. То есть он горцующий на лошади или в шкафу сидящий. И вот это все вопросы, которые впервые заинтересовали Кабакова в нашем искусстве, которое, в общем-то, традиционно искусство, где художник там на коне рядом с сильными мира сего, или независим в любом случае. А здесь вот это изменение точек зрения, изменение позиций, всегда амбивалентность, смешение объектности и субъектности для Кабакова очень важна. Надо сказать, что это вещь уникальная. Она уникальна, потому что она показывает вот подставленность художника самым разным дискурсом. О нем пишут сотни критиков, многие на своем языке, в своей системе описания, и я совершенно, естественно, не претендую на... Я даю свое, потому что, в принципе, наверное, трудно найти такое обилие языков описаний, дискурсов, которые нанизаны на творчество Кабакова. Но что здесь главное? Главное – это амбивалентность самого изображения, сад. Но сад, как мы видим, в виде пятен, в виде чего-то растворяющегося,
по идее, надо собираться при приближении или отдалении, я уже не знаю, ничего не собирается, естественно. Это такой образ исчезновения и появления, то есть амбивалентность присутствия или отсутствия. Вот в этом и загадка, и прелесть, и ребяческий уровень, и философский уровень этой картины, когда плоть изобразительная истончается, иссякает и в то же время не дематериализуется. Вот это очень интересно. Материализация, дематериализация. И где художник в этом процессе? Куда он вставляет свою кисточку, сказать, в какой момент этого процесса? В этом весь Кабаков. К тому же здесь, конечно, еще и масса других планов. Вот эти вот сами материалы. Это анилин, это, я забыл, как называется этот советский типичный материал, арголит, из которого сделана эта работа. Здесь еще появляется еще один дискурс, это дискурс советского, тоже очень важный для Кабакова. Не столько в политическом плане, сколько в языковом, потому что советское – это контроль, это регулируемая оптика, это идея предстояния героев и предметов перед неким стабильным зрителем. А здесь все наоборот. Хотя вот это вот исчезновение, возникновение, конечно, это какое-то противоречие советскому опыту, советскому дискурсу и, вообще говоря, принятым тогда установкам. Тем не менее, в соседних, сопутствующих работах, вот, например, в этой доска объявления картины «Сад», как раз торжествует дискурс советского контроля, потому что была магия пояснений. Пояснения сопутствовали всю нашу жизнь. Не ходить на заборы, двери закрываются, руками не трогать. Вот эти вот такие маскулинно-государственные призывы, они совершенно интуитивно, я не говорю, что это была какая-то отрефлексированная практика, они присутствовали в советской жизни и неспроста. Жизнь под контролем и жизнь контроля. Это все как-то отражалось и в творчестве Кабакова. К тому же идея контроля здесь повторяется в этом ужасной такой кубовой краске самой этой доски. Это самый отвратительный цвет кубриков, переходов, внутренних помещений, коммунальных лестниц, там, от всего вот этого отвратительного почему-то красилось в такой цвет, по-моему, до сих пор это есть. И вот этот вот трафаретный шрифт, советский трафаретный шрифт рубленый, это вот тоже знак контроля, знак объявления. То есть вам объявляют, что такое сад. Вам объявляют, что смотреть в этом саду. Это повторяется в массе маленьких дощечек, выполненных уже в другой технике, уже пером, с акварелью на бумаге, но тоже трафаретных и тоже очень советских, потому что если это были большие объявления, то масса было мелких, которые изготовлялись цеховыми художниками. На любом предприятии были люди, которые бесконечно писали не только там умер и поздравляем, но и что делать, куда смотреть, куда нести взносы, кому платить за пионерский лагерь. Вот это было другим шрифтом написано, вы его увидите, и другой манерой. Но система контроля, выраженная не столько визуально, изобразительно, сколько именно рукой, шрифтом, написанием, вот этой вот телесным движением, которое всегда выражено в шрифте, это вот другое «я» Кабакова. Многие говорили, и правильно говорили, о том, что вечное соперничество изобразительного и вербального, и литературного, и сюжетного – это два слона, на которых стоит творчество. Слонов много у Кабакова. Я вспомнил советское время, на слонике на счастье, их, по-моему, было 9 или 11, у него много слонов, на котором стоит его искусство. Но действительно идея подтачивания материального плана за счет вербального и наоборот, это вот, наверное, главная установка этого периода. 1978 год, художник уже в силах и в то же время еще не памятник,
хотя он и сейчас не памятник, а очень живой человек, гораздо живее более младших людей. Вот эта счастливая вещь, счастливый подарок Людвигов нашему музею мы вам и показываем. Докомпьютерная эпоха, она фиксировала жизнь музея в книгах, и исторически эти книги существовали, и дальше они останутся. Потому что то, что написано рукой и на бумаге, оно хранит временной такой вот момент. И относительно инсталляции Кабакова по документам можно выяснить следующее, что сначала в музей пришла картина «Сад» и комментарий к ней, но сотрудники были настолько не в теме, что они комментарии не восприняли как часть произведения. И вот доску объявлений ее вписали позже, потому что она была изначально вот не понято, что это часть произведения. И получилось так, что сначала в музей пришли две живописные большие картины и доска объявлений, и только через год пришла вторая часть инсталляции, вторая или третья, там даже не знаю даже, потому что их 24 детали. И к тому моменту, когда эти 24 детали пришли, уже было осознание, что в музей пришла очень важная, очень такая большая инсталляция. И вот уже вторая часть, она описана без ошибок, она описана идеально. И на самом деле Кабаков интересен и важен, и знаменит в искусстве тем, что он один из родоначальников инсталляции, как вот вида искусства. Если вы приедете в Тейт Модерн и увидите стену достижений вот современного искусства, то вы там очень мало найдете русских фамилий. Среди них будет Кабаков как вот один из основателей инсталляции. Мы, конечно, с очень большим пиететом относимся к нашей инсталляции. И помимо того, что вот она существует как документально такая зафиксированная, существует еще четкое понимание, где она висит. И для того, чтобы понять, где она висит, существуют так называемые топографические книги, в которых зафиксировано уже такое место, где именно в каком зале, на какой полке, на каком вообще на каком стеллаже находятся эти произведения. И от того, что они у нас тоже вот немножко разделенные исторически оказались, то они, в общем, живут и в двух книжках, и в двух топографических книжках.